Сегодня покажу вам пошаговый рецепт мягкого, нежного и вкусного батона на закваске. Полный список ингредиентов оставлю в описании, и если у вас есть аллергия на мед, используйте сахар вместо него, просто берите в 2 раза меньше, чем то количество меда, которое вы бы использовали в своем рецепте. Берем горячую воду, в ней растворяем мед, соль и масло. Если масло не растворяется в горячей воде, поставьте микроволновку на несколько секунд. Так как вода у нас горячая, мы берем молоко либо холодное, либо комнатной температуры. Все ингредиенты смешиваем до однородности и накрываем пакетом либо пленкой, убираем на расстойку на 1 час. Через час делаем первое складывание. Аккуратно растягиваем тесто и прижимаем его к середине и так по кругу. Как только вы почувствуете, что тесто становится тугим и вам не поддается, процесс прекращаем и снова убираем на расстойку, но уже на 30 минут. Мое тесто растаивается в выключенной закрытой микроволновке, но также можно использовать духовку с самой минимальной температурой. Через 30 минут делаем второе складывание и снова убираем тесто под пленкой также на 30 минут. Теперь приступаем к скручиванию. Аккуратно мокрыми руками достаем тесто, слегка его растягиваем и от одного длинного края к другому потихонечку скручиваем улиточкой. Переворачиваем и делаем то же самое. От одного длинного края к другому скручиваем улиточкой. И так, пока тесто не станет круглым. Снова убираем на расстойку под пленкой на 30 минут и делаем последнее скручивание тем же способом, которым мы делали третье. То есть у нас получается 2 складывания, 2 скручивания. После этого мы оставляем тесто на расстойку также под пленкой на 4-6 часов, в зависимости от того, какая температура будет в том месте, в котором оно будет расстаиваться. Если уже после первого скручивания у теста появились пузырьки, вот как сейчас на видео, это очень хороший знак. Если их нет даже после второго скручивания, тесту придется постоять намного дольше. Теперь приступаем к формовке. На присыпанную мукой рабочую поверхность аккуратно выкладываем тесто и растягиваем его в прямоугольник. Тянем тоже аккуратненько и ни в коем случае тесто не рвем. Скалку в этом процессе мы не используем, все делаем руками. Спокойно, медленно, равномерно растягиваем. Формируйте прямоугольник чуть длиннее формы для выпекания, для того, чтобы потом хорошо защипнуть концы теста. Теперь аккуратно скручиваем тесто рулетом, переворачиваем его верхом вниз и хорошо защипываем низ и бока. Бока мы прям подкручиваем чуть-чуть к середине. Здесь у меня камера немного съехала. Бока подкручиваем чуть к середине и тоже их очень хорошо прищипываем для того, чтобы тесто потом в форме не развалилось. Убираем тесто в форму, снова хорошо накрываем пленкой, чтобы воздух туда не попадал, и опять убираем на финальную расстойку. У меня эта расстойка занимает примерно 2 часа, и тесто полностью поднимается в форме до краев, вот как здесь видно. Оно должно быть мягким, эластичным, упругим и слегка таким жестковатым. Когда вы на него нажимаете, оно не должно сильно пружинить вниз. Выпекаем батон в предварительно разогретой духовке 35 минут при температуре 220 градусов. Но следите, конечно, чтобы верх у вас не подгорел. Достаем батон из духовки и даем ему остыть минимум час, а лучше 1,5. И только потом его можно будет разрезать. Если вы сделаете это раньше, мякиш будет слишком влажным и невкусным. Хранить батон можно в пакете или хлебнице максимум 5 дней. Батон получается полностью универсальным. Его можно есть просто как хлеб, можно использовать для бутербродов или тоненькие ломтики обжарить на сливочном масле и сделать из него тосты. Приятного аппетита!